Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Что мы сегодня будем делать? На самом деле у меня есть несколько идей, которые я давненько планировал реализовать, и тут как раз есть тайт. Одну из идей мы можем реализовать. Это, соответственно, сыграть через охотников, и тут есть эмпресска, можно будет сыграть через дубликаты. Ну и реликвии здесь есть такие интересные, знаете, то, что вот именно прям сыграть через дубликаты, потому что есть аптечка священника, можно было бы реализовать вообще на 200%. Так, привет, привет. Так, короче, ребят, момент меняется. Я буду играть сейчас против своего подписчика. Это означает, что правильно. Все мои подписчики это киберкотлеты, которые меня вообще не щадят. И они вообще, ну вот просто разрывные какие-то. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что этот подписчик меня немножко пощадит. Короче, присаживайтесь поудобнее. Не знаю, что вас ждет в этом ролике, но присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Надеюсь, вы уже поставили свой лайк, оставляете комментарии, что вы думаете по игре в целом, да, и вот. Ну, а кто не подписан, то уже подписался. А кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены, если что, в описании под видео. Там же самое есть и... ссылка на мой телеграм-канал. И в комментариях тоже в закрепленном сообщении есть. Так, ну, если честно, хотелось бы мне через пандапад поиграть, да? Очень бы хотелось. Поэтому клевер я сейчас не скипал, но и в целом я клевер не брал, потому что, ну, мало ли у меня сейчас не упадет в ближайшие раунды, и у меня этот клевер просто висеть будет мертвым грузом, а это нам не надо. По реликвиям я, если честно, не знаю, что брать. Там уже есть БХ в 2 звезды. Ну как не знаю, что брать. Не знаю, чего я хочу сейчас. Я пока, в принципе, не совсем понимаю, какую сборку я хочу. Возможно, я просто не буду, как бы, вилять носом, а просто соберу ЦК керри, и все. 6-й уровень возьмем и погнали. А вот и как назло панда пришла, прикиньте. Прикиньте, какая подлива, а? 2 обалденных предмета упало, что плащ-пальто на 50% магического резиста. Что молнии? Ну, я взял молнии, потому что молнии на самом деле намного импактнее. Так, ну, как я уже и сказал, мой подписчик уже показывает скиллуху. Тинкеру 2 звезды. Угу. Вопросов мы не имеем к нему никаких, да? Ну, короче, игра будет веселая. Я всегда знаю, вот серьезно, сколько бы раз я не попадался против своих подписчиков, мои подписчики просто разрывают трусы. Ну, короче, вы поняли. Мои подписчики жесткие, очень жесткие. Не рекомендую. Не знаю, может мне это, конечно... Ах ты ж, прикинь, на 8 хп выжил Огр. Так, не понял, что это за тряска? Что это за тряска была? Подождите, настройки. Текс, где оно тут, где оно там? Не то, не то. Не, это не то, стоп. Вот. Камера шейк. Вот. Выключил ее. Так. Есть. Ну, возьмем ЦК. Ну, может быть, реально ЦК будет хорошо идти. Как бы почему нет, да? Почему нет, если можно да? Но сомнительное решение здесь играть через ЦК. Тут есть обалденные легендарки, которые этого ЦК могут разорвать в пух и прах. Единственное, что может мне помочь, это гритеры. Но гритеры мне смогут только помочь тогда, когда... у меня, соответственно, будут хорошие предметы. Там, кстати, микропатч вышел с некоторыми корректировками. Я о нем напишу в своем телеграм-канале. Там такие интересные корректировки выпустили. Жалко, что они не выпустили картинками, поэтому будет текст. Вот. Я в своем телеграме напишу. Ну, такие. Есть некоторые приятные изменения, есть некоторые неприятные изменения. БХшка пришел. Вот это хорошо. Но у меня есть 2 БХ, которые не получили по монетке. Вот это вот обидно. Энигма, кстати, пришел. Я решил, если что, ЦК продать, потому что, ну, серьезно. Это не та игра, через которую я могу поиграть на ЦК. Вообще не та игра. Если бы это была хоть чуть-чуть та игра, я бы просто не парясь пошел бы играть через ЦК. Но тут не та игра. Тут и тайт есть, тут и импресска есть, и дух пятерка есть. Короче, законтрить его можно будет как 2 пальца об асфальт. И это еще есть куча фигур, которые не раскрыты. На секундочку. Если там еще и фигуры эти раскрыть, посмотреть, что там будет. Там, наверное, вообще караул хавайся. Блин, хочется, конечно, выйти в 20 монет. Но я надеюсь, что я сейчас раунд выиграю, и БХ одну монетку заработает.
И можно, вот, кстати, вот через Энигму Керри сыграть. Я давненько планировал сыграть через Энигму, плюс 6 богов. Давно хотел вам записать. Может, это именно та игра будет. Пока, если честно, не могу определиться от слова совсем. И пока непонятно, что мне идет. Ну, мне пришла ранняя Энигма. Возможно, это намек на то, что мне нужно играть через раннюю Энигму. А возможно, я сыграю через 6 черных. Ой-ой-ой! Ля, прикиньте! Вы это видели? Просто у меня Тинкер на 1% хп выжил. Ай-яй-яй. И Темный Лорд пришел. Ну, возьмем Темного Лорда. Может, через чернокнижников сыграю, кстати. Блин, я так понимаю, у меня БХ не заберет монетку, поэтому лучше вот так сделаю. Ну, типа, зачем им тянуть одно существо за яйца, правильно? Маги, кстати, собираются. Кстати, надо будет как-то магов записать. Надо будет как-то реально магов попробовать записать. Давненько на канале не было магов. Можно будет попробовать магов записать. Я думаю, это будет очень интересно. Ну, посмотрим. Конечно, духа пятерку в каком-то там патче убили, когда ему поменяли способности. Мне это вообще не нравится. Типа, это так тупо. Так жестко убить духа пятерку. У него теперь урона, как кот наплакал. Его почти нет, хотя по цифрам там нормальные цифры. Оно непонятно просто как наносит этот урон. Ага, спасибо за крит в лицо, понял. Ну, тут я проиграл, к сожалению, потому что... Потому что Бэйн в 2 звезды сильный персонаж. О, Скай еще пришел. Так может сыграть через... Блин, в каком же я замешательстве сейчас, если честно. Я теряю сейчас ХП чисто из-за того, что... Ну, не особо теряю ХП, я теряю хорошую экономику. Чисто из-за того, что я сейчас не могу определиться, какую сборку там мне делать. Мне хочется и Лину вам показать через богов и через новую синергию. Вот, кстати, вот тоже у меня это есть в планах, поэтому, ребята, я все ваши комментарии, если что, читаю, и пометочки себе в избранных сообщениях в Телеграме делаю, то есть в своих заметках, можно так сказать. У меня есть все сборки, напротив них я ставлю галочки, поэтому давайте так. У меня когда-то был подписчик, который писал в комментариях о том, какие я сборки выполнил, а какие сборки не выполнил. Поэтому, если ты меня смотришь, то давай, отмечай, какие сборки я выполнил, какие нет. Мне пришел ДС, это если что Дарксир, это если что Темный Лорд. Пу-пу-пу, что делаем, что делаем, что делаем? Ну, ЦМ-очку продаем. Покупаем так. Нужен ли мне хусик? На самом деле, Пускара продаем. Выходим в 40 монет. Вот я мог намного раньше с таким столом выйти в 40 монет и уже идти в уровень. Хоть и ХП я сильно не потерял. А короче, знаете что, ребят? Но я думаю, по автопокупке вы догадались. Я буду играть через Темного Лорда. Поехали. Давненько я не реализовывал Темного Лорда. Чисто то имя, что нельзя произносить. Темный Лорд. Да. Поехали, ребят. Давненько я на нем не играл. Давненько я эту имбу не расчехлял. Надеюсь, игра меня не подведет. Так, Тинкер 2 звезды, здорово. Баф людей идет. Ну, блин. Короче, как я буду сейчас Темного Лорда реализовывать? Есть, можно сказать, 2 способа. Даже 3 способа. Это древние плюс гоблины. Это рыцари плюс древние. И это волшебники плюс маги. 9 магов поставить. Темного Лорда поставить. И просто обледенение на все табло кидать. Урона должно быть очень много, потому что маги дают минус 85 магического сопротивления, плюс обледенение будет накидываться. А если еще и найду посох 3-го тира, то Темный Лорд там будет сжигать. Есть, конечно, жесткие минусы у этого Темного Лорда, но мы не поговорим немножечко позже, потому что сейчас не вижу смысла об этом говорить, потому что сейчас я эфир засру, вы это впитаете, а потом в середине игры такой, да ну нахрен, хрень какая-то, Саня, переделываем. Так, Бэмс, Марси пришла, Марси не берем, нет. Хаотичный договор, реликвия яиц. Все 3 реликвии хорошие, потому что там есть чел еще и с винстриком, кстати. Все реликвии очень даже хорошие, очень. Короче, выйду из экономики, поставлю вот так вот сейчас. Все предметы закину в Тинкера, и вот посох берем. Посох, отлично, отлично.
Знаете, я вот сейчас что понял? Я говорил какую-то информацию, и она у меня вылетела из головы. Вот где-то на 8-м, на 7-м раунде. Наверное. Ненавижу это чувство, чувство недосказанности. Оно меня бесит. Неумолимо, нереально бесит. Так, оп, резачок подрезал. Еще раз. Ой, хорош. Чисто подрезал немножко сала. Ой, хорошо. Ой, хорошо, у меня сейчас резак прыгнул под Фуриона. Я думаю, если честно, он под пеньков прыгнет. Но в данном случае снеговиков. Так, ну короче, что я здесь вижу? Я вижу, что собираются убийца, маги. И в принципе все. По поводу вот сборки насчет магов. Это прикольная сборка. Блин, как хорошо идет. Это прикольная сборка через магов, но только если в игре не будет шаманов. И только если в игре не будет инсектоидов. Потому что если будут инсектоиды и будут шаманы, то мое обледенение идет в одно место. Будет жидко, невероятно. Я, кстати, наверное, все предметы в темного лорда закину. Хотя... Не, ну темный лорд, если рано приходят 2 звезды, это очень сильный перс. Очень сильный. Наверное, все-таки стоит через синергию древних сыграть. Вот что-то у меня есть такое подозрение, что лучше всего сыграть через синергию древних. Такое, знаете, сердечко у меня подсказывает. Только вот через что? Через гоблинов? Ну, через гоблинов будет такое. Через рыцарей как-то мне больше нравится. Конечно, если здесь еще и в легендарных фигурах будет Омник, то вообще песня будет. Так. Hey there, warriors. I'm Fini Shuan. Just got here, so go easy on me, okay? Блин, хочется кунку поставить. Но Дум тоже отличный перс. Сейчас, если я несколько раундов выиграю, я активирую хаотичный договор. Почему бы и нет? Хаотичный договор — это тема. Может, мне посох 3-го тира упадет. Чем раньше мне посох 3-го тира упадет, тем будет лучше. Хотя, на самом деле, мне много предметов надо. Основные предметы — это посох 3-го тира, потому что это мой урон будет. Во-вторых, мифриловый доспех — это чтобы защитить от всяких там думов и тому подобное. В-третьих, щит 5-го тира. Вот эти вот 3 предмета самые важные. Ну и 4-й предмет, если все-таки здесь будут маги, даже 5 предметов, это шар бездны и БКБ. Это будут самые важные для меня предметы. Боже, как он выживает, как мне это нравится. Выживает, говорю, выжигает. Просто с напалма залетает. Ля, он станы там раздает, и глянь. Ля! Почти 4 стана подряд дал. Huh? You Нормально, у меня 4 винстрик. Если так и дальше по... Ух ты. Не, ну надо через темного лорда играть. Все, короче, ребят. Определились, играем через темного лорда, играем через... Блин, через что-то сыграть. Через рыцарей, через гоблинов или сыграть через все-таки магов. Вот это вот незадачка стоит у меня. Пу-пу-пу. В общем, давайте я пока вам расскажу по поводу минусов темного лорда. И, кстати, если что, после раунда с мобами я активирую хаотичный договор. Заранее я, если что, не стал его жать. В этом нет никакого смысла, потому что, ну, если вдруг я буду так, ну, парочку раундов-то я выиграю, да? Парочку раундов-то я выиграю. Ну, а толку от этих парочки раундов, если я в дальнейшем-то буду проигрывать и не смогу реализовать хаотичный договор? Правильно? Я думаю, правильно. Хорошо идет, хорошо. Скай идет, маги идут. Не, ну, Скаймаг — это прикольная тема. Ладно, короче, уберу его. И вместо Дума поставлю пока что кунку. Все-таки кунка корабль накинет, станчик накинет, массовый урон накинет. От Дума не так будет много пользы, как от кунки. Hey there, warriors. I'm Fini Shuan. Just got here, so go Почти easy Шида, on me, кстати, в 3 okay? звезды собрал. Отлично. Ну да, будем играть сейчас через древних. Только вот вопрос... Не, ну я, наверное, играть буду через рыцарей. Хотя и через магов будет прикольно. Вот там чел нашел себе 2 антимагов. Это неприятно. Это вообще неприятно. Ладно, сейчас посмотрим, что за предмет упадет.
Понял, спасибо. Яйцо, хорошо. Я, если честно, рассчитывал на то, что мне упадет предмет второго тира. Магический плащ. Ну, ладно. Плащ, пальто не упало. Ой, дурак. Ой, дурак. Я ШД случайно скипнул. Короче, чтобы вы поняли, почему я так глупо скипнул сейчас ШД. Это чисто из-за того, что у меня рука, точнее палец, лежит на буковке. И просто случайно кликнул. Короче, это профессиональная деформация, ребят, уже начинается. Не обессудьте. Сейчас бы уже мог быть ШД у меня в 3 звезды. Эх. Обидно. Досадно. Ну ладно. Можешь в стане меня так жестко не держать? Короче, давайте поговорим по поводу Темного Лорда. У Темного Лорда есть много минусов. Ну и также самое есть много плюсов. Во-первых, он своим щитом режет получаемый урон по вам. Там в 3 звезды 20% режет. Это на самом деле очень жесткий герой. Он выжигает, очень жестко выжигает. Так, секундочку. Кунка выпала, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Может тролльнуть попробовать? Может мне сейчас упадет Темный Лорд? Хотя не, я подожду чуть-чуть. В Темного Лорда закину предметом. Но! Вот это у него огромный плюс. То, что он наносит много урона магического в секунду. Там прям нормально так наносит. Это раз. Во-вторых, он, когда накидывается щит, он дает поглощение 20%. Это когда в 3 звезды. В-третьих, этот щит он может накинуть на несколько героев сразу. И вот эти вот щиты, грубо говоря, они... Вот видите, как жестко сейчас выжигают? Смотрите, просто там, ну, 5200 урона, еще и винстрик забрал. Сюда. Сюда, это прикорм. Боже, я чувствую, что не зря я все-таки решил сыграть на Темном Лорде. Вообще не зря. Все, сюда, в 3 звезды Темный Лорд. Здорово. А вот если бы попытался собрать ЦК, я бы собрал бы себе ЦК, ну, к раунду так, наверное, 30-му. Короче. Кстати, надо синергию древних же будет полностью еще собирать. Что это? А я БХ продал еще. Ай-яй-яй. Ну ладно. Ладно. Скажем, это технический момент, потому что я думал, что я еще могу сыграть все-таки через волшебников и 9 магов через керри ДСа. А вот этот момент я как-то немножко пролюбил. Ну, бывает, бывает. У меня просто 1000 мыслей в голове, то, что я хочу вам рассказать. Из-за этого я как-то, знаете, ШД начал собирать, а потом только осознание пришло, что он же тоже является древним. Ну, короче, я думаю, вы меня поняли. И минус ДС еще в том, что он может этот щит почему-то не накидывать на фигуры, на которых щита нет. Не знаю, с чем это связано, но по какой-то причине он не накидывает свой щит на тех героев, на которых его нет. Какая причина? Я не знаю. То есть, он в один момент может накидать щитов. Это не мой подписчик, если что. Сразу. В антимаге мом находится. Гениально. Ранний антимаг 2 звезды. Ну, ладно. Наверное, просто забыл перекинуть. Уже понял, что типа не хочу играть. 8 уровень. Ну, такое. Вот. Он по какой-то причине свой щит не накидывает. Он может накинуть на множество ваших союзников этот щит, а может не накинуть. Как это работает? В душе не чаю, не знаю. Если кто-то знает, напишите в комментариях. То есть вот сейчас он накинул один щит, может сейчас накинуть второй, третий, четвертый, пятый, а может просто накинуть сейчас один щит, и все. Соси пальчик называется. Кстати, нормальные так корабли залетели. Вообще прекрасно. Еще и 3000 урона ШД нанес, если что. Идем в уровень. Я буду играть через рыцарей. Все, я определился, я буду играть через рыцарей. Поднять щиты, так скажем. Надо, кстати, сейчас предмет 3-го тира попробовать поискать. Вот так вот сделаю. Ага, понял тебя. Ага, понял, спасибо. Но обезоружь на самом деле не такой уж и плохой. Обезоружь довольно-таки хороший предмет. Уж точно неплохой. Собирается 2 мага. Рыцари, в принципе, отлично заходят против магов. Рыцарь также самое неплохо заходит против убийц.
Единственное что если здесь соберется серьезный охотник, 9 штук, то мне нужно будет против него что-то придумывать, так как если он их соберет, мало мне не покажется. Мне придется что-то придумывать. Так как у щита не совсем уж и огромный радиус срабатывания. Реликвии хорошие упали, но я на самом деле, наверное, возьму аптечку, чтобы разменивать свою хп по итогу. Я, кстати, вот так вот сделаю. Поставлю себе баф людей. Хоть у меня сейчас стол будет и послабее. Я пока не буду спешить с выбором реликвии. Можно было бы и реликвию кабанов в целом взять. Мне эти кабаны как-то не особо нравятся. Если сейчас жестко начну проигрывать, то я просто активирую аптечку и буду разменивать свою хп на опыт и все. Мне в любом случае нужен минимум 9 уровень, чтобы полностью показать свою синергию. Так вот, давайте вот поговорим по поводу полностью всей вот этой вот концепции, которую я хочу вам показать. Древние плюс рыцари. В чем суть? Ваши все союзные фигуры становятся древними, когда вы активируете полную синергию древних. И в радиусе одной клетки вокруг вашей союзной фигуры, да, одной, вот, допустим, вокруг Дарксира, вокруг Легионки и тому подобное, если прилетит отхил от рыцарей в этот момент с помощью щита рыцарей, то вы нанесете урон в радиусе одной клетки в эквиваленте чистого максимум 400 раз в 5 секунд. Вот. Наносите чистый урон, это обалденный, огромный нюк, который раз в 5 секунд срабатывает. Плюс это... подожди, в 3 секунды. Раз в 5 секунд, все. Сейчас я пытаюсь что сформулировать правильно, чтобы вы поняли меня. И, короче, в радиусе одной клетки наносится урон. Сработал щит рыцарей со старта. Если у вас есть омник со старта, то это вообще прекрасно, потому что в радиусе одной клетки от каждой союзной фигуры, вы прикиньте, сколько там может урона прилететь по одной фигуре. Там 1000 чистого урона может просто как с куста сняться. Это по кайфу вообще. Поэтому рыцари плюс древние — хорошая комбинация. Так же самое это касается рыцарей. Все, весь мозг у рыцарей. Так же самое это касается древних плюс чернокнижников, тоже прикольно смотрится. Но лучше всего смотрится, конечно, под рыцарями. Особенно если есть в игре омник. Потому что омник с нулевой секунды накинет щит. Ну, не с нулевой, там, с секунды. Первый, второй накинет свой щит с помощью скилла. И, соответственно, очень много урона прилетит сразу. Я надеюсь, что омник будет в этой игре. И покажу вам, как это будет выглядеть. Так, я, кстати, могу сейчас синергию древних поставить. Клопа есть. Я, кстати, вот так сделаю. Баф людей пока что оставлю, он мне пригодится. Не знаю, может сейчас активирует реликвию аптечки, потому что я получил уже минус 12 в табло. Марси на 23-м раунде в 3 звезды, но у нее денег нет. А Накунка мне не нужен по итогу будет. Пусть пока что стоит, но пока что не нужен. Надо было тогда ДК брать, когда он ко мне пришел. Можно было бы, конечно, сейчас взять... Ой-ой-ой. Антимаг — это проблема. Это большая проблема, антимаг. Он меня сгрыз. Все. Хоть меня и антимаг сгрыз, но все равно это неприятно. Мне надо будет все-таки рыцарей ставить. Больно я получил, больно. Ладно, берем аптечку и активируем ее. Мифриловый доспех — это хорошо. Скинуть с себя какие-либо дебафы, там всякие думы вдруг чего. Это отлично. Сейчас посмотрим, я надеюсь, что на 25-м раунде мне упадет хороший предмет. Я сейчас его таким вот образом сделаю, чтобы у меня синергия жрецов стояла. Жрецы нам нужны. И шар бездны, кстати, мне в этой игре понадобится. Чел щит 5-го тира нашел. Так, там мне сбили винстрик, неприятно. Неприятно, неприятно.
самом деле все поменяется, когда я найду себе посох третьего тира. У меня тогда будет достаточно урона. Вот, кстати, один из минусов играть через темного лорда, это то, что нету посоха третьего тира, нету у вас урона. Там урона слезы. Можно, конечно, его там по максимуму выжить с помощью синергии магов, можно с помощью посоха третьего тира еще сверху выжить. Но это все работает ровно до того момента, пока не появятся инсеки либо шаманы. Вот именно я говорю про синергию магов. А если без синергии магов, ну, как бы урон есть, но его легко контрить. Очень легко, потому что урон такой размазанный. И он нестабильный, этот урон. Нет никакой гарантии, что вы будете с этим уроном разваливать. Вы видите, вот почему ты сейчас не накидываешь свой щит ни на кого? Вон, видели? КД нету, рядом легионка стоит, а урон не накидывают. Я, кстати, взлет Азеса возьму. В огромной области будет сейчас замедление. Как по мне, то, что доктор прописал. Шар бездны это круто, но я не хочу его брать сейчас в первую очередь. Мне надо находить посох третьего тира, мне падает гребаный дезолятор. Я понял. А я-то думал, где будет подлива. Я, кстати, сейчас на этом уровне буду ролиться и искать синергию рыцарей. Надо 6 рыцарей поставить. 4 есть, точнее 5. 5 рыцарей у меня есть. Надеюсь, быстро сейчас найду этих. Квапа сюда. Пригодишься. Вместо кунки поставлю. В Квапу я как-то верю больше. Квапа хороший герой. А, кстати, насколько мне нужны эти волшебники-то? Я думаю, эти волшебники мне вообще не нужны. Думаю, этих волшебников можно скипнуть. Ля, какая там импреска. Это плохо. А у него еще синергия духов. Как он меня схавал с энергией духов. Видели? Как же у меня хп быстро улетучилось. Кто вдруг не знает, как работает синергия духов, объясняю. Когда у чувака синергия духов 6, то, когда срабатывает окаменение, после этого по вашему герою, кто находится в окаменении, прилетает 2 тычки, наносится 25% от вашего максимального хп фигуры. Это вдруг кто не знал. И это на самом деле очень больно. Так, кого убираем? Тебя убираем и Квапу убираем. Все, 6 рыцарей есть. Вы сейчас посмотрите, сколько урона будет наноситься от энергии древних. Все, кто будет сейчас вот с нулевой секунды находиться в радиусе одной клетки, будет очень много урона получать. Там просто вся первая линия будет падать. Надо еще грамотно расстановку расставить, иначе будет больно. Пока в уровень идти не буду, мне нужно усилить свой стол. Там чел себе Зевса тупо нашел на 8 уровне. Да. Чего я удивляюсь? Пора давным-давно уже привыкнуть к такому Санечка. Вот видите, тут пока что мало чистого урона нанеслось. Это из-за того, что против меня был охотник. Кстати, ДК, здорово. Но мне нужно еще усилить свой стол. У меня слабый стол. Надо хотя бы всех рыцарей до 2 звезд довести. Наконец-то посох третьего тира. Отлично. Вот это вот, конечно, то, что доктор прописал. Обезоруж. Наследие духа огня. Так, ну я сейчас хочу расстановку взять немного по-другому. Я не хочу, чтобы его антимаг присосался к моему темному лорду. Не, ну под рыцарями смотри, как живу. Хорош. Под рыцарями вообще отлично живу. Вообще, на самом деле, типа, древние это хорошая синергия. Ее можно использовать. Квапа.
Ничего себе. Не, ну если мне сейчас ранее Квапа придет в 2 звезды, то нужно будет идти в уровень. Но меня больше смущает этот Зевс ранее в 2 звезды. Этот Зевс ранее в 2 звезды, он будет максимально неприятный. Урона от него будет тонна. Меня даже рыцари могут не спасти. Кстати, чел поставил гритеров. А вот это вот плохо. Если он соберет себе антимага, то он будет моего темного лорда фармить. Будь здоров. И Квапа, получается, будет не очень хороша против него. Надо сейчас... Ну, я надеюсь, что сейчас ему по максимуму снесу. А он присосался к моему темному лорду, прикиньте. Ай-яй-яй. А, не, нормально, живем. Вон, смотрите, сколько чистого урона. Просто. А, это у антимага чистого урона там много. Вот ты. Я подумал, что его антимаг это мой урон. Ладно, забудьте. Не, на самом деле, типа, там кажется, что оно так мало наносит урона по логам. Но по факту там нормально урона влетает. Просто от каждой фигуры, вы прикиньте, вы получите по 300, по 400 чистого урона с нулевой секунды. Даже больно будет. Я надеюсь, этот Зевс не найдет себе Аганими, не найдет себе посох 3-го тира с магической призмой. Если он найдет себе то и то мне здесь по-любому нужен будет шарбезный. И то не факт, что он мне поможет. И, скорее всего, мне придется прощаться с энергией древних и ставить себе морских. Иначе этот маг меня испепелит. Ладно, смотрим. Слишком волнуюсь. А по факту-то не надо волноваться. Нет смысла. Опа! Двойные мобы. Сюда. Так, все, идем в уровень. Идем в уровень. Я сейчас, знаете, вот так. Кто Джакира нашел? Не маг. Хорошо. Сейчас надо будет идти в уровень. Я, кстати, хочу найти медальон. Понял. Понял. Надо найти медальон, чтобы хоть немножко себе повысить магическое сопротивление. Потому что щит рыцарей с нулевой секунды может мне не помочь. А магическое сопротивление хоть чуть-чуть, но знаете, ну, может помочь. Тупо пережить. А там, может быть, синергия рыцарей прокнет. Мне, вот, кстати, знаете, что интересно? От чего зависит прок рыцарей? Если кто-то знает, то напишите в комменты. Мне на самом деле очень интересно, от чего зависит прок рыцарей. Хорошая там мартретка. Марси тоже неплохая, но не очень хорошие предметы под текущую игру. В этом патче апнули обезьяну. Я не знаю, зачем разработчики это сделали, но зачем-то разработчики апнули обезьяну. Ее стан теперь намного, ну, подольше длится. А ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй, вот то, о чем я говорил. Просто 2400 урона мне этот козел нанес. Я думал, ему сейчас винстрик отдам. Просто 2300 урона он мне нанес. Между глаз прописал. Так вот, в текущем патче надо рисковать. Надо рисковать и искать себе БКБ. А была не была, поехали. А можно всегда так будет идти мне БКБ с первого раза? Вообще по кайфу. И против синергии духов неплохо будет работать. Я доволен. Так вот, апнули обезьяну и повысили ей длительность стана. Я не знаю, по какой причине разработчики апнули обезьяну. Типа, обезьяна и так сильная была. Зачем вы ее апаете? Теперь, чтобы вы понимали, когда вы ее собираете в 2 звезды, там стан 1,5 секунды. Вместо 1. Зачем так сделали? Ну, зачем-то сделали. Блин, ну Квапа хорош, конечно. Не, ну видите, сколько там чистого урона нанесли мои герои по итогу? Там урон нормально прилетает. Древние не бесполезно. Плюс вы еще и хилитесь от синергии древних, и от рыцарей хилитесь, когда щит прокает. Единственное, что у меня сейчас в действительности слабый стол.
Надо будет обезьяну эту обновленную записать. Согласитесь? Я надеюсь, что здесь все-таки будет омник. 2 обезьяны, 2 звезды. Вот это вот плохо. Это вообще не есть хорошо. Если он соберет себе обезьяну в 3 звезды, то все, ну, это аннигиляция. Он меня уничтожит. Как я уже раньше говорил, то когда обезьяна собирается в 3 звезды, ей нужно нанести 3 тычки, чтобы держать вас в вечном стане. Даже не имея предметов на скорость атаки, она будет держать вас в вечном стане. А мой ZZ, который я взял, не будет работать против этой обезьяны. Я-то ZZ взял для того, чтобы у врагов было замедление скорости атаки, да и не только. Ля, как он жестко сносит. Смотрите, сколько чистого урона он нес. Дух 5. Это, если что, из-за синергии духов. Столько урона. Не из-за того, что дух 5 такой мощный. Это из-за синергии духов. Бабку апну. Возможно, придется кирить бабку, чтобы пробивать эту обезьяну, хоть как-то пытаться. Не знаю, может все под обезьяну поставить. Хотя это, наверное, будет ошибкой. Ошибкой, потому что Темный Лорд, если будет под вечным станом стоять, он ничего не сможет сделать. Надо будет хорошо подумать. Возможно, мне придется поставить синергию горнов. Чтобы обезьяна немного время тратила на горн. А я в это время его сжигал. Так, минус убийцы, хорошо. Так, он на гритерах там проигрывает, это отлично. Пам-пам-пам. Так, тайд есть. Тайда на всякий случай оставлю. Вдруг я с магом буду воевать 1 на 1. Сейчас посмотрим, что мне за предметы упадут. Я надеюсь, что это полезное. Что мне надо из предметов 4-го тира? Что мне может помочь? Ну, во-первых, сейчас, если с двойных мобов не упадет очищающая сфера, это будет прекрасно. Но мне и шар бездны нужен. Очищающая сфера поможет, чтобы снять синергию гритера. Пум-пум-пум. Ладно, сейчас... Ай-яй-яй. О! Цепочки бесполезны, а вот драконий рог будет полезно. Беру драконий рог. Сейчас в квапу пока что драконий рог закину. Не вижу смысла в темного лорда закидывать. Очищающаяся сфера есть, но мне надо шар бездны сейчас. Я как-то мага больше боюсь, нежели гритера. Хотя, возможно, это ошибка, то, что я так делаю. Пан есть, кстати. Хекс сюда. Хоть и Хекс бесполезен против гритеров, но зато он будет полезен против мага. Но у мага пока там хорошие предметы. Ему магическую призму и все, и забей. То, о чем я говорил, тупо из стана не выпускают, прикиньте. Да у него там предметы вообще прекрасные. Хорошие предметы у него на обезьяне. Молнии, БКБ, щит 5-го тира. Хо-хо-хо.
стаки мне поломал на посохе. Что же делать? Ну, наверное, все-таки придется Горн-Агр ставить. Древних придется убрать, а Горн-Агр придется поставить. У Зевса хорошие предметы, но единственный минус то, что ему не упал посох 3-го тира. Но тут, конечно, обезьяна максимально упакованная. Тут даже гадалки не ходи, любой скажет, что обезьяна упакованная по максимуму. От края до края. Сейчас темного лорда, если что, переставил, чтобы щит свой накидывал, потому что вся мощь в моем щите, который он будет накидывать. Ну вот видите, как бы... Сжигай, 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 сжигай его. Хорош. 3 хп оставил. Пойдет. Блин, там Гритер выигрывает этого мага. Не, ну конечно, такие предметы хорошие на обезьяне. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, возможно, мне реально придется поставить гор на агр, чтобы обезьяна тратила свое время на агр. И надо было, наверное, все-таки не искать шарбезны, а брать очищающую сферу против Гритера. Чтобы просто этот Гритер получал контроль на свою обезьяну. Ладно, посмотрим. На самом деле, я даже сейчас особо не знаю, что мне взять такого против этой обезьяны. Чернокнижников нет смысла ставить. Хотя нет, на самом деле можно будет поставить чернокнижников. Но мне кажется, горный агр будет получше. Сейчас посмотрим, я расстановку поменял, может расстановка зарешает. Я просто сейчас щитами начну выжигать по полной программе. Так, щиты, 2 штуки есть. Пошли, 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 пошли. Хорошо. Ну почему ты свой щит не накидываешь, ты овощ? Ну вот же у тебя стоит еще 2 героя без щитов, накинь на них щит. Я не понимаю, по какой причине не накидывать свой щит. Там, кстати, маг выиграл Гритера. А я тут выиграл Гритера наоборот. Вот это отлично. Мне нравится. Да, хорошо, что поменял расстановку. Вот видите, в прошлый раз я поставил темного лорда под его обезьяна держала моего темного лорда в вечном стане, и я ничего не мог сделать. Но сейчас у меня есть стаки на посохе. Очень важно держать посох настаканный. Слишком много урона теряешь. Посох дает твои способности в 3 раза больше урона. Но тут предметы объективно очень хорошие на обезьяне. Наверное, щит 5-го тира мне нужно будет найти. От Керасы нет смысла, от щита 5-го тира есть смысл. Хотя и Кераса неплохо будет, потому что урона буду мало получать. Но тоже, если он обезьяну соберет 3 звезды, мне на эту Керасу максимально плевать будет. Но мне придется туда поставить Гритеров. Или не придется? Или не придется? Не, это конечное. Приехали. Вот вы просто посмотрите, щит не накидывает и все. Вот почему он только что не накидывал свой щит на другие фигуры? Вот за этот огромный минус я и говорил. Если бы он в первую очередь накидывал свой щит на себя, а потом на всех окружающих, было бы намного лучше. Но это вообще база почему-то накидывает щит сначала на других, а не на себя. Почему? Да черт его знает. Блин, ну хорошая игра получилась, знаете, такая на тоненького. Я думал, что я не вытяну против обезьяны. Но будем откровенно честными, если бы ему обезьяна пришла в 3 звезды, то, скорее всего, я бы эту игру проиграл. Если бы он нашел себе шарбезный условный, там урона было бы, ну, как кот наплакал. Но то, что он поставил себе синергию гритеров и весь, грубо говоря, контроль себе сбросил, да какой, грубо говоря, так оно и есть. Вот это, конечно, сильно, потому что у меня была и Квапа, у меня и Безруш, у меня и Хекс. Я вот даже на самом деле не знаю, какой предмет вот с 5-го тира бы мне лучше подошел, потому что и Кираса, и щит 5-го тира, оба предмета хороши против такой обезьяны. Да и на самом деле кольцо 4-го тира, которое дает 120 блока, тоже было бы отлично. Мне бы тогда обезьяна наносила минимум бы урона. Ну, короче, вот такой вот темный лорд получился. У него есть свои плюсы, есть свои минусы. Но, чтобы их ощутить, надо на нем поиграть. И самое важное, это то, что ему нужен посох
третьего тира. Идеально комбинируется Темный Лорд под рыцарей, под гоблинов, под чернокнижников. Неплохо будет смотреться. Если в игре есть Омник, то синергия древних раскроет себя намного лучше, потому что со старта Омник даст твой хил, защитит от физического магического урона, то есть вам не надо ждать, чтобы синергия рыцарей сработала. И нанесется чистый урон в радиусе каждой союзной фигуры, в радиусе одной клетки. Вот такая вот тема. Ну, прикольная игра. Что думаете вы по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто не подписан. Ну и на мой телеграм-канал тоже подписываемся, не стесняемся. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране остается QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!